но попадает Виталик. Самое главное здесь. И это второй нокдаун. Да, второй нокдаун. И вот сейчас опасно нырнул. Да, и периодически боковое, напробовал. Пока мажет и просто вот сейчас здесь попал. Пытается отвечать. Видно, что убегает. Занимался кунг-фу, там есть элементы, которые не подходят ни под бокс, ни под бокс. Нестандартно. А прежде чем мы начнем, я бы хотел вам посоветовать легальную криптобиржу Currency.com. Первая в СНГ регулируемая криптобиржа. Компания работает в соответствии с законодательством Республики Беларусь и проходит ежегодный аудит компаний из Большой Четверки. Плюсы данной торговой платформы – это покупка и продажа криптовалют с помощью фиатных средств на выгодных условиях. Также выгодные условия по приобретению и реализации криптовалют. Для обмена и трейдинга компания предлагает следующие криптовалюты: биткоин, эфириум, Ripple, Litecoin и другие. При этом, если вы полный ноль в крипте, то на Currency.com есть возможность торговли на демо-аккаунте, который имеет тот же функционал, что и реальный аккаунт, но разработан специально для новичков. Кроме защищенности клиентов, огромным плюсом становится прямой счет в Сбербанке, который позволяет экономить на комиссиях, а значит получать больший профит от криптовалют и токенизированных активов. Ну и вишенька на торте. Криптобиржа Currency.com постоянно проводит публичные конкурсы для трейдеров, победители которых получают награды, своеобразные бонусы за навыки. Регистрируйся по ссылке в описании, внеси хотя бы $20, соверши как минимум одну леверидж-операцию и получи 50 токенизированных долларов на свой аккаунт Currency.com. Удачи! Привет, меня зовут Иван, мое прозвище Воин. Я провел 3 поединка, 3 победы. В тренировках, что я изменил? Я стал тренироваться намного больше, ответственнее, сильнее, быстрее. Мой противник скандинавский, очень хороший боец, левша, готовились под левшу. Но по поводу продолжительности боя я особо не думаю, я просто буду драться. Что я могу сказать? Я дошел до 1/8 и прошел, в принципе, уже какой-то кусочек пути. Я очень счастлив. Благодарю Бога, что дошел до этого момента и жив и здоров. К этому бою меня готовил Станислав Скороход, очень крутой профессиональный спортсмен. Мой девиз, он написан у меня на футболке. Я сделаю больше, чем возможно. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад по прозвищу Скандинавский. Я являюсь уроженцем города Павлоград, где действует такой закон: когда кто-то из нас идет на войну, мы все идем на войну. Это моя маленькая армия. Что хотел сказать по поводу своего соперника? В принципе, очень хороший человек. Я думаю, мы с ним закатим очень яркую рубку, потому что там, где скандинавский, там всегда есть жаркая бойня. К боям подготовка прошла чисто на расслабоне, на чиле. Можно пивко, там, качаться и тому подобное. Те, кто понял, тот понял. Что хочу сказать. В бою вы увидите яркую рубку, яркие зрелищные огни. Мы покажем невероятно яркие эмоции для вас. Спасибо то, что вы есть. Смотрите Махач. С вами Скандинавский. Павлоград на связи. Павлоград в душе. Павлоград везде. Давайте поприветствуем первого бойца. Встречаем Лановенко Иван по прозвищу Воин.
будущих бойцов Махача, у которых есть контракт с нашей организацией, представляет поселок городского типа Маньковка. Его рост 183, вес 85 и ему 30 лет. Базовый боксер, КМС по боксу, имеет рекорд нашей организации 3-0, с которых 2 нокаута, и, соответственно, 3 победы. Давайте еще раз встретим Ивана и поприветствуем его, друзья. И поприветствуем его оппонента. Кукарин Владислав по прозвищу Скандинавский. Не побоюсь этого слова, самый заряженный боец нашей организации. Представляет город Павлоград. Его рост 182, вес 88, и ему 22 года. Базовый кикбоксер, КМС по кику, участник множества турниров по тайскому боксу, чемпион Украины по кикбоксингу. В своем активе имеет 3 поединка на Махаче и 3 завершил досрочно победой. Давайте поприветствуем Скандинавского, друзья! Поединок в рамках Гран-при среднего веса. На 2 слова ко мне, быстро. Быстро ко мне на 2 слова. Оба бывалые, все знаете. Очень ответственный поединок. Честный, красивый бой и красивый корректный клинч. Разошлись. Ready, ready, ready. Первый раунд, время, бой! Так, бой начинается. В желтых тейпах у нас скандинавских, в черных тейпах у нас воин. Уже включается. Да, уже включает. Ваня Центр у нас уверенно занял скандинавский. Передняя рука. Рукой. Ты посмотри, скандинавский как. Он прям залетел и набрасывает сейчас удары из хоккейного клинча. Ваня правильно сделал, не дал работать в клинч. Конечно, конечно. Ты посмотри, как вяжет. Ты посмотри, как вяжет. Потому что там чуть-чуть раскрылся, и там пушка, понимаешь? Уже залетает, да, залетает кулак. И в левше работает у нас скандинавский. И Ваня не торопится, держит дистанцию. Ваня понимает, какой удар у скандинавского. Да, он... Ой, вот эти опасные звоночки для Вани, конечно. Ты посмотри, как пружина. Он дает, ждет момента, где Иван вновь с левую подключает свою руку скандинавский. И... Ване нужно сейчас больше работать, понимание, под его заднюю левую руку. Конечно, или работать на опережение с правой. Ну, против левши ему стоит стартовать уже своей сильной рукой, правой. Так же, как и, соответственно, зеркалить скандинавскому надо. То, что он сделал. Поддавливает. Скандинавский выжидает. И вот левый пытается словить его, подловить Ваню. Скандинавский. Да, довольно напряженный поединок у нас проходит. Вот прям нереальное напряжение в этом бою. И смотри, как качает сейчас Ваня. Начинает друг друга пока... И полетел вперед. Скандинавский успел. Иван успел зацепить передней ручкой на отходе. Да, немного так по затылку набрасывал удары скандинавский в клинче. Но бой продолжается. Хороший зрелищный поединок. Ваня чуть проваливается. Проваливается, вот этим передним боковым скандинавский его подлавливает. Да.
Держит дистанцию, ребята. Пока опасаются, не идут сильно вперед. Но я боюсь, когда вообще скандинавский подключает свою левую руку, потому что это страшные вещи оттуда вылетают. Каждый удар его пушка, такое ощущение. Да, согласен. У Ивана тоже пышные удары, но он делает иногда мягкие удары, сейчас иногда включает. Вот о чем я говорю. Немного оступился Ваня. И так себе очень Напряженный напряженный раунд. поединок. Прям сильно напряженный. Бойцы, 5 секунд готовности. И у нас второй раунд, дорогие друзья. Противостояние скандинавского против воина. Напоминаю, Второй раунд, скандинавский на время, желтых бой! тейпах, воин у нас в черных тейпах. И у нас прошел весьма напряженный первый раунд. Как по мне, да, вот скандинавский чуть больше себя раскрыл в первом раунде. Посмотрим, как будет наверстывать упущенное Ваня. Мы аж замолчали, потому что Напряжение в этом поединке очень сильное. Все молчат. Да, вот и опять передний боковой и кросс слева запускал скандинавский, но как пружина. Вот действительно как пружина заряжен скандинавский. Снова дальний левый. Скандинавский начинает пробивать. И вот не встречать передней Пока, рукой. пока Иван еще не чувствует, когда нужно его встречать. И разочек у него получилось, но пока он работает первым номером, пытается как достать. пытался зарядиться. Да. Допустил ошибку Ваня, провалился и наказал. Как его оперативно за это наказал скандинавский. Поплыл сейчас немного воин. Но при этом восстановился. Смотри, как быстро восстановился и сделал два уклончика влево-право, показав, что он в порядке. Да, в порядке. И, так сказать, неожиданно было вообще для Вани такой пропущенный удар. Поддавливает. Ну, да, смотри, как красиво зашел. Ой, какая красота. Апперкотик пошел. 2, 3, подыши, 4, 5, 6, если готов, поднимай руки, 7. Бой! Бой продолжается, и вот скандинавский, мне кажется, по ходу поединка он всегда все больше и больше набирает оборотов. Он все время заряжен. Посмотри, он хочет пойти вперед. Он, видишь, он как кот такой отходит, и ждет момент, когда взорвать. Ваня его продергивает. Это правильная тактика. Да, он все видит. И смотри, как работает корпусом, качает. И вновь подключает. Не докрутил. Очень сложно Ване. Пропустил он удары такие тяжелые. Сейчас пытался перекрываться, но видно, как работает, как и боковые, как и апперкоты. Ване очень тяжело идти. Но Ваня шатает, но стоит. Держит. Он воин, стоит, держит. Он воин. Не зря он воин. Да. Секунд готовность. Ready. Заключительный третий раунд. Время. Бой. Вновь полетел вперед с дальней, с левой. Пытается дальше дергать. Смотри, как Иван качает. держит, да, на дистанции. Ну,
И заходит так с переднего полуапперкот, полубоковой. Ты посмотри, сейчас Скандинавский обходил его с правой стороны, то есть с передней руки. Он взял по диагонали. Вот здесь уже обходит, видишь, да, как он да, танцует, да, обходит постоянно соперника. Он уже просто играется с Ваней, потому что Ваня стал невероятно предсказуемым, замедлился. И Скандинавский уже больше подключает руки, корпус. Посмотри, он пытается зайти с разных углов, нестандартно нанести удары. Передний апперкот, ты видишь, с подскоком. С подскоком. Да, Как делает это Макгрегор. Через ручку. Как да. делает это Макгрегор. Видишь, он постоянно подходит. Если ты видишь, он постоянно пытается обойти, зайти за левую руку оппонента своей правой рукой. Да. Ну, не постоянно, ладно. Я, может, чуть приукрасил, но часто заходит, обходит. Но это В принципе, правильно. как делает и левша. Да. Как должен делать левша. Уйти с линии атаки, наказать соперника. Здесь игра... Отличный джеб. Остро выбрасывает джеб Скандинавский. Два молота, влево и вправо. Молот, да, Викинг, да, согласен. с молотом. Викинг. Ваня красавчик, но... Сильно размашисто сработал сейчас Ваня. Надо и очень... пробовать разные способы. Да, на самом деле, ну, уже видно, как на классе пытается разобрать Скандинавский за счет того, что он более свеж, у него больше сил осталось под конец поединка. И он уже начинает просто играться с Ваней. Работа корпуса. Вот мое мнение, не хватает работы в корпусе. Ну, левша, ну куда же ему печеночку нужно проверять. Ваня нацелен на голову. Подкрадывается. Ваня нацелен Ну, на Ваня, голову. в принципе, остается, вот знаешь, если нокаутирует, все, его победа. Здесь Да, вот говорят, 30 секунд и оступился немного сейчас Ваня, но рефери не отчитывает нас нокдаун. Бой продолжается и конец данного противостояния. Проявили уважение бойцы друг друга, обнялись. И это действительно два сильных воина. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Кукарин Владислав по прозвищу Скандинавский. Ваня оправдал свое прозвище «Воин». Я не знаю, как он там вставал после таких сильных ударов. Скажи, как тебе поединок и что скажешь по поводу своего первого поражения в Махаче? Ну, я думаю, многие знали, что у меня были травмированы обе руки, трещины были. Ну, как бы это факт. Я не спарринговал перед этим боем. Было там последний раз как бы. Ну, тем более левша хороший. Я не умаляю его достижений, потому что он реально крутой. Я понимал, с кем я буду драться. Но все же я чувствовал, что изначально, что это будет очень сложно. Самое главное, то, что я в этом бою почувствовал, что как бы все ни шло, я внутренне не сломился ни капельки. Братик. Многие говорили, что я не вывезу, честно. Я вернусь и вернусь намного сильнее. Может, когда-то реванш организуем. Дашь реванш? Спасибо тебе. Отлично, братик. Спасибо тебе большое. Спасибо, Владимир. Кукарин Владислав, поздравляю вас с победой. Проходишь дальше в Гран-при. Тактика на бой не классическая. Как-то готовились? Обычно ты бежишь сразу на пролом. Короче, тактика на бой. Вы знаете прекрасно всю мою тактику, но сегодня я специально, скажем так, обманул соперника, потому что все привыкли, что я работаю первым номером. Но, ребят, я скажу, что я почти всю жизнь боксировал игровиком, и для меня стать вторым номером по боксу это не составляет труда. Но я прекрасно осознавал, какой у меня соперник. И я ему безмерно благодарен за такой бой, потому что, скажу так, волновался я больше всего на все бои. Потому что я прекрасно знал, что такая колотуха может залететь.
и домой можно улететь. Причем не на автобусе, а просто вот так вот. Поэтому Ваньку только огромная благодарность. Честно, вот из всех бойцов я с ним бы не хотел с вами больше, потому что это такой добрейший души человек. Я вам отвечаю, я вот после боя как бы с ним... Он перед боем мне сказал такую вещь. Если у тебя появится хоть один хейтер, да. мы сами выдадим. Я сразу решу этот вопрос, приходите, мы будем здесь решать. В общем, ребята, что хотел сказать. Палац спорта, вы на месте? Красавцы! Я надеюсь, вы увидели техничный бой. Я прекрасно осознаю, надеюсь, вам понравилось. И для меня это безумно приятно. Я кайфую от вашей аудитории. Также меня ждет моя маленькая тут недалеко, которую я... Хочу, чтобы она прошла за кулисы, у меня для нее есть кое-что, сюрприз, скажем так. И в целом, друзья, я благодарен за то, что вы есть, за то, что вы даете такой нереальный заряд энергии. Дальше мы будем делать только больше, следующие бои будут ярче. И что я хотел сказать, что если у меня получится забрать Кемрюху, то я хотел бы чисто на уважении, как сказать, да, встретиться с чемпионом хардкора Абубакаром в будущем и показать, что все-таки я самый лучший средневес, и я Абубакар, никакого неуважения, только на уважение. И я хочу, чтобы наш бой просто запомнился самым жестким и самым зрелищным. Я благодарю вас. Всем спасибо, что вы есть. Скандинавский тим, андеграунд тим. Так что, если кому надо, ищем спонсоров. Давайте, ребята, мы с вами. Спасибо. И классический наш вопрос, бонус. Здесь первого раза громко. Спасибо, друзья. Всім привіт, мене звати Андрій Хохлов, більш відомий як файтер. Я приїхав до вас з Рівного. Минулого разу, коли я виступав на Махач, я провів хороший бій. Підготовка моя дуже змінилася на цей бій. Того разу ж я тренувався сам, більш ходив, боровся, качався. На даний момент я ходив на бокс, займався своїм тренером по боксу, заслуженим майстром спорту України. Та він якраз готував своїх хлопців до чемпіонату України. Тобто підготувався дуже добре. І на цей раз, я думаю, все буде кардинально по-іншому. Суперник є моїм другом. Тобто зараз у нас дружба, коли ми вже зайдемо в міжкогон, то в нас, по суті, буде війна. Хочемо побажати міцного здоров'я і щоб було без травм. Всем привет, меня зовут Светличный Евгений, родом я из Кривого Рога. В Махаче был поединок, у меня выиграл его, очень серьезный был у меня соперник, опытный, показал свой уровень, все, я думаю, оценили его. Противник у меня с большим бэкграундом, тоже опытный соперник. Я думаю, у нас будет не битва, а целая война. Эмоции настроен только на победу. Готов сворачивать горы, идти только вперед, ни шагу назад. Подготавливал к этому поединку у меня целая команда, которую я не буду сейчас всех представлять, вы их узнаете в дальнейшем, в будущем. Но это очень крутые ребята, спасибо им большое за это. В Махаче вижу себя чемпионом. Чемпионом Гран-при и, думаю, чемпионом легкого веса. Пахать нужно всегда, и будет успех за вами. Наш следующий поединок в рамках Гран-при легкого веса. И поприветствуем первого бойца. Светличный Евгений! После первого выступления Жени комментаторы в YouTube успели прозвать его украинским Дональдом Сероне за внешнюю схожесть и манеру ведения боя.
В своем дебютном поединке смог выбить из Гран-при одного из фаворитов – Калашникова Антона по прозвищу Тяпа. Боец, который решил вернуться в профессиональный спорт именно после прошлого выступления на голых кулаках. Его рост 182, вес 69,8 и ему 27 лет. Базовый боксер, который решил перейти в смешанное единоборство, и не зря. МСМК по казахскому двобою, МС по фрифайту, чемпион мира и чемпион Европы по казахскому двобою, чемпион Украины по ММА. Его рекорд нашей организации 1-0. Давайте еще раз поприветствуем Светличного Евгения, друзья! И поприветствуем его оппонента, Хохлов Андрей по прозвищу Файтер. Представляет город Ровно. А как вы знаете, что парни из Ровно просто не умеют сдаваться и обладают особой стойкостью и силой духа. В своем первом бою в промоушне сокрушил Сыромятникова Никиту по прозвищу Сырой, оформив нокаут в корпус. Очень титулованный и крепкий боец. Его рост 175, вес 69,9 и ему 23 года. МСМК по казахскому двобою, а также базовый боец ММА. Победитель национальных и международных турниров по ММА. Давайте еще раз встретим и поприветствуем Андрея Хохлова! И от команды с Ровно ждем вашу фирменную кричалку, друзья. Помним правила, да, знакомим. После команды «Стоп» не работаем, внимательно слушаем мои команды. Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! И Начинается смотрим поединок. Центр уверенно занимает у нас уже Файтер. И как продолжает вперед, набирать. подавливает, да, подавляет, идет вперед. Смотри, как Как пропускает, сколько Женя пропустил, да. Ну, Женя, я помню, в первом поединке тоже так, ну, чуть не уверенно начинал. Но устойчиво. А ты посмотри сейчас на Файтера, насколько он заряжен. Немного так разогрелся в начале первого раунда, да. Встряхнул он. Да. Женю. Женя собрался. Файтер продолжает. Мягкий, посмотри, мягкий. Мягкий, да, действительно, вот. Поддавливает, идет Женя, в вперед. свою очередь, такой, но при этом я говорил, что Женя смотри. собирается. Посмотри, как он начал хорошо работать. Видишь, как все, теперь Файтер. Андрей работает очень Сейчас аккуратно. забрасывает, корпус голова, прям отлично. Забрал он Центр. центр и поддавливает. Женя забрал центр и подавливает Андрея. Это передний Видишь, как боковой. на отходе, О, как хорош хорошо. на отходе, боковыми насыпает, но и догоняет его Файтер своими также ударами, пробивает корпус и голову. И клинч. Хорош. Да, Ну, пытается клинч из продолжает. клинча Файтер как хорошо пробил по корпусу. Знакомое движение. Да, очень знакомое все, я думаю. Работа в корпус с прихватом. Да, очень много стали бойцы отдавать. Действительно. Клинчу, работа в клинче. Да, работе в клинче. Правильно работе в клинче, когда ты можешь переиграть соперника где-то. Это тяжеленный удар. И мне кажется, все, это остановка, потому что очень сложно будет Жене встать. Действительно, очень Жене встать сложно. 5, 6. Давайте поддержим Женю! 2 удара, я скажу. Он первый через руку, и второй уже левой Второй был вдогонку, да. похоронный вдогонку, был действительно, да, я думаю, здесь все. И да, Александр правильно делает, что останавливает этот поединок, потому что тяжеленный был нокдаун. Pull the trigger back, watch the bullets make you go. Pull the trigger back.
Итак, в данном поединке на первой минуте 42 секунде нокаутом победу одержал Хохлов Андрей по прозвищу Файтер. Это один из самых сильных, кстати, поединков. Два бойца оба достойных в этой весовой категории в Гран-при. Вообще планировалось, наверное, у нас в голове, чтобы они сошлись в финале. Но поскольку в Гран-при все проходит в рамках жеребьевки, они сошлись сейчас. Женя, как ты себя чувствуешь? До этого я не видел тебя в нокдауне у нас в Махаче. Ничего, бывают и такие моменты. Но вы меня еще увидите, я вернусь еще сильнее, еще круче. И заберу пояса все остальные и все остальное. Ничего, все будет, и проигрыш это такое. Это временное явление, при котором нужно сделать анализ. И все, что не делается, все действительно к лучшему. Значит, это урок. Всем спасибо. Мы еще увидим не один раз Женю в Махаче. Талантливый очень парень. Видно, как он этим горит и живет. Спасибо, Жека. Давайте поаплодируем еще раз ему. Ну а команду города Ровно и Андрюху давайте поздравим с победой. Проходит далее в Гран-при. Как тебе этот бой? Ти ожидав, що він так пройде? Всім привіт. Дякую за підтримку, на те, щоб розраховуючи бой так прийде. Тобто я готувався, ходив на бокс цього разу. Того разу я займався так сам, качався, боротьба була, грушу якусь бив. Цього разу вже підійшов до цього серйозно, зайнявся боксом. Якраз нас Олександр Шепелюк, майстер спорту міжнародного класу, готував свою команду до чемпіонату України. І я якраз до них там вписався. І нормально поработав. Дякую, пацани, що взяли до себе в команду. Так що супернику хочу побажати. Дякую велике. Був хороший бой. Заруба. Я 2 рази так поплив, блін. Нормально попав мені. Да. Все, ребята, всім спасибо. Дальше більше. Дальше буду зараз ще тренуватися і покажу вже хорошу зарубу. Спасибо. Еще раз аплодисменты этим бойцам. Спасибо, друзья! Всем салам алейкум, всех приветствую. Меня зовут Султан. Я из Казахстана, город Алматы. Мое прозвище Сабзиро. Подготовка прошла хорошо. Я занимался у себя на городе, в Алмате. Каждый день пробежки у меня были 5 километров. Работали в парах, на лапах. Так что подготовка прошла в целом очень хорошо. Противник вроде хороший парень, хороший боец. Самое главное, без тяжелых травм. Далеко на будущее еще не заглядывал. Посмотрим, что будет, то будет. Всем привет, меня зовут Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. Моя подготовка не изменилась. По предыдущему бою скажу, что был не самым легким. Парень был крепким, но все же я выиграл этот бой. В Гран-при я не передумал возвращаться, хочу выдвигаться по рейтингу, драться за пояс. О своем противнике не знаю ничего, знаю то, что он повар и база у него ММА. Себя чувствую хорошо, никаких эмоций, только идем за победой. Тренировался я в клубе «Атом» в городе Сумы. По сути, был сам себе тренером. В будущее вижу, что хочу завоевать чемпионский пояс и хотя бы пару раз защитить этот пояс. Мой девиз – это тренироваться, тренироваться, и после этого только будет большой результат. Итак, наш следующий рейтинговый поединок, весовая категория 60-65. И поприветствуем первого бойца Ладо Курмашвили по прозвищу Мороз.
что Ладо один из немногих бойцов Махача, у которых есть контракт с нашей организацией. Представляет город Сумы. Его рост 178, вес 64 и ему 21 год. Базовый боксер, КМС по боксу, мастер спорта по рукопашному бою, двукратный чемпион Украины, серебряный призер чемпионата мира по рукопашному бою. В своем активе имеет 2 поединка, в которых одержал 2 победы. Давайте еще раз поприветствуем Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. И поприветствуем его оппонента. Встречаем Нурпеисов Султан по прозвищу Саб-Зиро. Представитель команды Казахстан прилетел к нам из города Алматы. Его рост 173, вес 63 и ему 23 года. Базовый боец ММА, который перешел на бокс и очень усердно тренировался перед сегодняшним выступлением. Сегодня Султан дебютирует в нашей организации, поэтому давайте его встретим и поприветствуем, друзья. Напоминаю правило, никакой борцовской техники, височная, затылочная, позвоночный столб мы не бьем. Красивый, честный, кулачный бой. Разошлись. Судьи готовы? Судьи готовы? Первый раунд, время, бой! Так, в черных тейпах у нас Ладо по прозвищу Мороз, в желтых тейпах у нас дебютант из Казахстана по прозвищу Саб-Зиро. Саб-Зиро работает на задней ноге, видишь, на оттяжечке. Да-да-да, на полностью. Практически весь вес держит на задней ноге. И... Ну, есть определенные минусы. Если заработать троечки на него, то он тяжело ему будет уходить. Ох, сейчас попадает неплохо Ладо. И пробивает по корпусу, да, потому что растянулся. Саб-Зиро растянулся на задней ноге, вытянулся, переднюю часть открыл. Ну, сейчас вроде как собрался. Передняя рука у Саб-Зиро видно, вот на корпусе перекрывается так. Вновь пробивает по корпусу Ладо. Ладо поддавливает. Видит все ошибки, он выманивает на ошибки Саб-Зиро. Ну, Саб-Зиро держит дистанцию, не проваливается. Небольшая заминка в поединке, но... Ох, пробил двойный джеб, отличное исполнение Ладо. Да, так подсаживается Мороз. Продолжает поддавливать. Ох! Хорошо, да. Но передняя зашла. Саб-Зиро. Да, пытался ответить Саб-Зиро также, но пока не достает он своими ударами. И вот на передний боковой пытался насадить сейчас дебютант. Но не получилось. Ладо ушел вниз. По корпусу, сейчас уже, видишь, уже начинает привыкать. Уже начинает встречать Саб-Зиро. И вновь хорошо пробил. В корпус. Ух, рядышком. Очень прикармливал сначала в корпус и хотел попасть в голове, но очень рядышком. Если бы он достал бы, то это было бы жестко. Но видно было, что в этом эпизоде готов был Саб-Зиро встречать, потому что он выбросил серию атак, но буквально на долю секунды опоздал.
Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд, время, бой! Итак, дорогие друзья, второй раунд, да. Вновь центр занимает у нас Ладо. Посмотри, как поддавливает, выцеливается. Два бойца выцеливаются. Нет, нет такой зарубы. Нет зарубы, технический бой, выцеливаются. Пока тихо. Да, пока видно даже, что не хочет особо стартовать и Сабзиро. Достает. Ладо хладнокровно работает и... Хорошо, правый хотел встретить, не пошло. Челночки работает, в корпус. Продергивает. Обманное движение. Оба дергают. Оба дергают. Продергивают друг друга. Ух. Пронесся, да? Хороший удар пронесся. И вот сейчас встретил Сабзиро Ладо. Встречным ударом. И не успевает, да, конечно, так прорабатывают сейчас бойцы друг друга джебами. И по корпусу пытался так разрядиться акцентированно Ладо. Так, друзья, бой продолжается. Ох, как тут заруба и... Подскользнулся. Да, не увидели мы это. Подскользнулся, говорит. Продолжай. Ой-ой-ой. Пробивает, встречка. Пробивает сейчас. Начинает идти вперед ладой и... Я думаю, сейчас нужно уже бойцам взвенчивать темп поединка. Потому что видно, что и Сабзиро пытается все же наносить свой удар. Ладо поддавливает. Он идет вперед. Но Сабзиро пока... пошел вперед, ты смотри. Как минимум он не достает своими ударами. Он пытается достать, пытается хоть как-то зацепить, но не достает своими ударами. Благодаря чему? Благодаря тому, что дистанцию чувствует хорошо Ладо. Да. Концовка у нас... Второго раунда. Да, и... слушай, у нас поединок проходит, в принципе, точно в таком же русле, как проходил и первый раунд. Сейчас Сабзиро активизировался. Он возможно, в третьем раунде он уже включится. Бойцы, 5 секунд готовность. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время, бой. Противостояние Ладо против дебютанта из Казахстана Сабзиро. В желтых тейпах он, Ладо в черных тейпах. И... Ладо снова продолжает идти вперед, поддавливает Сабзиро. Центр уверенно занял, да. Ладо. И попал, так опять сдвоенный. Да, видишь, двойный джеб у него хорошо идет, уже не первый раз. Мне кажется, сам Сабзиро не ожидал такого немного действия. Сабзиро, понимаешь, он продолжает быть, знаешь, как кот на готове. В случае чего сразу сделать контрдействие. Контрдействие, но видишь, какими-то своими контрдействиями все равно он не достает. И не попадает по Ладо. Я думаю, что ему нужно сейчас реабилитироваться и пойти вперед, потому что 2 раунда Ладо его поджимал и пробивал в корпус. Это очки. Да, несомненно. Ох, сейчас... Вот он, хороший. Вот почти первые звоночки, начинает запускать, и Ладо уже начинает включать свою дальнюю руку. Ох, как размашисто пошел сейчас дебютант. Успел его словить в клинче. Ладо хорошо уклонился, ушел вниз. По этажам попрыгал. Итак, со старта начинает пробивать по защите Ладо. И по корпусу. Продолжает работать в корпус. Корпус. Очень часто работает в корпус. Корпус, голова. Хорош, молодец. Тяжело. Видно, как тяжело сейчас дебютанту. Пускай эти удары попадают по корпусу, но я понимаю, он их ощущает. Вот на бэке. Да, на бэке видно было. Пытался на бэке зарядиться Сабзиро. И уклонился от удара. Вот сейчас видно, как пытается ва-банк, да, вот пытался ва-банк прям пойти, подобраться Сабзиро. И концовочка у нас поединка, и просто уходит от всех ударов. Он решил, нет смысла дальше вести поединок. Рисковать, потому что вот сейчас, проявил себя. Я думаю, он забрал.
Забрал, да, раунд. Переиграл. Не дал по себе работать. И, в принципе, весь поединок и прошел в таком русле, что не давал по себе работать Ладо. Вообще. Работа дистанции, работа на черначке, работа корпус, голова. В данном поединке единогласным решением судей победу одержал Курмашвили Ладо по прозвищу Мороз. Сабзира. А почему такое прозвище? Поздравляю с дебютом. Сабзира, потому что красавчик, как я. Андрей, сперва вас хочу поблагодарить за такую организацию. Вот, и вот с правой стороны сидит наш представитель Хуаныш, ему огромное спасибо. Хуаныш ага, рахмет сиге. И вот наша команда, всем тем, кто меня поддерживал и не поддерживал, всем большое спасибо. Дукен рахмет. И я хочу отдельно поблагодарить свою маму. Мама, спасибо вам за то, что родили меня. Спасибо. Ладо. Третий бой, третья победа, уверенная. Как тебе бойцы из Казахстана? Всем привет. Султан вообще молодец, крепкий парень. Ну, у него еще все впереди, поэтому еще свое возьмет. Вообще сильные бойцы, сегодня показали хороший уровень. Спасибо им и тебе в первую очередь. Спасибо Даше, это моя девушка, Егор. Мой одноклассник, Марина, сестра, Сережа, муж ее, дядя Леша, спасибо, Ваня, спасибо, спасибо всем, кто поддерживает, очень приятно. Спасибо, Андрей, тебе. Я думаю, за такой отличный дебют и за такой поединок со стороны Ладо бойцы заслуживают бонус. Все верно, друзья, спасибо.